Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем вот такой вот интересный, плотный, двусторонний узор плетенка. Смотрите, как смотрится. Узор очень плотный, вязала из шнурочка 2 миллиметра. Ну, смотрите, какая хорошая плотность. Это узор плетенка. Не путайте с узором елочка. У меня на канале есть видео по вязанию узора елочка. Тот узор тоже очень похож на плетенку, но вяжется совершенно по-другому. И у меня на канале есть еще видео мастер-класс по вязанию сумочки узором именно елочка. Это самое распространенное, самое популярное видео у меня на канале. А это узор другой. Это узор плетенка. Он вяжется совершенно по-другому. Поэтому, кому интересно, смотрите данный видеоурок. Все подробно расскажу. Вязать буду из шнурочка Карамель Бэби. Так, цвет у нас груша. Толщина 2 миллиметра. Длина в одном моточке 200 метров. Вот такой красивый, просто непередаваемый цвет. Вязать буду крючком номер 3,5. Также для этого шнурочка отлично подойдет и крючок номер 3. Заказать такой шнур можно на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Все реквизиты магазина и промокод оставлю в описании под данным роликом. Итак, набираем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петелек должно быть четным. Я наберу 18 воздушных петель плюс 1 петелька подъема. (18 воздушных петелек плюс 1 петелька подъема). Разворачиваем наше вязание, будем вязать за вот эти вот перемычки. Начинаем со второй. Петлю подъема не считаем. И первый ряд мы провязываем за эти дужки просто столбики без накида. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Итак, первый ряд мы провязали, просто столбики без накида. У нас получилось 18 столбиков без накида. Далее делаем петельку подъема, разворачиваем вязание, переходим к вязанию нашего основного узора плетенки. Да? Провязываем вот эту петельку, пропускаем, это петля подъема. Следующую мы провязываем столбик без накида 1, 2. Далее под третью петлю мы ничего провязывать, то есть мы будем провязывать нашу длинную косую петельку. Так, делаем накид и опускаемся. Вот смотрите, вторая петелька, первая петелька. Опускаемся еще на шаг ниже, то есть в основании первого ряда. Первые ряды немножко сложновато вяжутся. Вот так вот вытягиваем эту петельку, чтобы она была длинной, и провязываем все 3 петли вместе. Это наша петелька, смотрите, как красиво ложится, да? И как я вам говорила, под третью мы ничего не провязываем, на нее легла наша вот эта косая петелька. Далее мы провязываем столбик без накида. Так, вместо следующей мы под нее тоже ничего не будем провязывать. Мы снова делаем накид. И смотрите, делаем шаг назад. То есть вот сюда мы провязывали столбик без накида, шаг назад и опускаемся ниже в основании первого ряда. И вытягиваем опять же нашу длинную галочку. Все 3 петельки провязываем вместе. Смотрите, таким образом мы чередуем. Так, мы провязываем столбик без накида, да, а вместо под следующую косичку мы столбик не провязываем, мы делаем накид, делаем шаг назад и опускаемся в основании и провязываем нашу длинную петельку.
вот таким вот образом. 3 петли провязали вместе. Так, сюда ничего не провязываем, то есть таким образом чередуем, да. Столбик без накида, делаем накид, опускаемся под косичку и на шаг ниже. Смотрите, внизу видно, что у нас мы тоже пропускаем, как бы видите, длинная петелька. В эту следующую петлю мы пропустили. Чередуется через одну. Чтобы тоже не запутались, вы можно по нижнему ряду это все наблюдать. Наши петельки вот так вот красиво разворачиваем. Столбик без накида, накид, шаг назад и опускаемся ниже. Столбик без накида, накид, опять же шаг назад, опустились ниже, вытянули эту петельку. Следующую не провязываем. Столбик без накида. Вот как ложится у нас узор. Так, накид делаем и шаг назад. Столбик без накида, накид, шаг назад и в основание. То есть в самом нижнем ряду, я говорю, тоже можно считать, потому что там получается расстояние между вытянутыми этими петлями 1 петелька. И в конце вот эту петельку мы пропускаем, а в последнюю мы провязываем столбик без накида. Делаем воздушную петельку подъема и переходим на новый ряд. Так, начало ряда мы всегда провязываем одинаково. Мы провязываем, так, петлю подъема пропускаем, провязываем 2 столбика без накида. Угу. Далее вместо третьего по третьему ничего не провязываем, делаем накид и делаем снова нашу вытянутую петельку. Так, шаг назад и на ряд ниже опустились. Вытянули, 3 петли вместе провязали и вот эту петельку поправили. Тогда все наши вот эти косые петельки будут очень красивыми. Далее так, вот эту петельку пропускаем, сюда провязываем вот именно над нашими вот этими длинными галочками мы будем провязывать в последующих рядах, в этом и в последующих столбик без накида, делаем накид, смотрите, шаг назад, опускаемся, да, то есть и опускаемся ниже под эту петельку, то есть можно даже вот так вот раздвигать нашу длинную петлю. И смотрите, где выходим с обратной стороны. Вытянули до нужного размера, провязали 3 вместе. Вот как у нас ложатся наши эти косички. Так, под эту петельку ничего не провязываем. А, как я уже и говорила, столбик без накида будем провязывать вот, где идет у нас длинная наша галочка, прям над ней. Провязали столбик без накида, делаем накид, шаг назад и опускаемся в ряд ниже. Вот, он всегда будет вот здесь, вот именно. Вот можно раздвигать эти длинные петельки наши. И смотрите, как мы выходим с обратной стороны, чтобы мы наши вот эти длинные галочки не цепляли. Протянули, вместе провязали. Под этой петелькой ничего не провязываем. То есть, опять же, над нашей длинной петлей мы провязываем столбик без накида, накид, шаг назад и опускаемся ниже. Расправили петельки.
Итак, довяжем этот ряд самостоятельно, а я покажу еще далее. Далее мы тоже будем вязать одинаково, там даже последующие ряды это будет проще. Смотрите, подошли мы к концу третьего ряда, провязали нашу длинную петельку, то есть вот эта петелька, которая под ней, да, мы ничего не провязываем, а в последнюю, как всегда, мы будем провязывать столбик без накида. Делаем воздушную петельку подъема и разворачиваем наше вязание. Вот какая у нас плетеночка получается. Так, все остальные ряды мы будем вязать точно таким же образом. Они даже будут немножко легче вязаться. То есть, смотрите, провязываем в начале, как всегда, 2 столбика без накида. Делаем накид. Идем под первую петельку нашу и опускаемся на шаг ниже. На ряд ниже получается, да, под основание предыдущего ряда. Так, под третью мы ничего не провязываем, на нее ложится наша длинная петля. А, как я уже и говорила, там, где у нас идет вот эта длинная петелька, над ее верхушкой мы провязываем столбик без накида, делаем накид, идем на шаг назад и опускаемся на рядочек ниже. То есть как раз вот под этой нашей галочкой такой длинной, да, опустились. Обязательно смотрите, чтобы крючок выходил и не задевал наши эти галочки с изнаночной стороны, скажем так. Вот какое у нас получается красота. Снова провязываем над длинной нашей петлей столбик без накида, делаем накид, шаг назад, опускаемся ниже. Смотрите, какая красивая получается плетенка. Эти галочки так ровненько ложатся. Так, снова столбик без накида, накид, шаг назад, на рядочек ниже. В эту петельку пропускаем. Следующий провязываем опять столбик без накида, накид, шаг назад делаем, опускаемся ниже и провязываем нашу длинную петлю. Все таким образом так вяжется наш узор, и все последующие ряды мы вяжем точно так же. В конце не забываем, что мы провязываем просто столбик без накида, а в начале мы всегда провязываем 2 столбика без накида. И опускаемся ниже, делаем вот такие косые галочки. Смотрите, какая красота. Узор двусторонний, с обратной стороны тоже вот такая красота. Когда свяжется полотно побольше, это будет очень хорошо видно. Какой красивый узор, который идеально подходит и для ковров, и для ваших сумочек. Так, довяжу до конца этот ряд, а далее вяжем самостоятельно. Не забывайте, что провязав столбик без накида, делаем накид, шаг назад, на рядочек ниже. Петельку следующую пропускаем и над длинной верхушке мы провязываем столбик без накида, накид. И вот так вот ныряем. То есть я думаю, что я подробно объяснила, как вяжется этот узор. Все, и в конце вот эта петелька пропускается, а в последнюю мы провязываем столбик без накида. И последующие ряды вяжем точно таким же образом, как мы провязали этот ряд. Смотрите, связала вот такой образец. Как смотрится этот узор. Лицевая, изнаночная сторона, они обе стороны одинаковые, он двусторонний. По-моему, очень красиво, он плотный. Я вязала и шнурочка 2 миллиметра, да, получается довольно-таки плотный узорчик, что даже, знаете, я думаю, даже для ковра сойдет. То есть, если даже вязать ковер шнурочком 2 миллиметра, то есть очень красиво было бы. Я думаю, на этом образце я не остановлюсь.
А свяжу маленькую сумочку таким узорчиком. Если вы хотели бы, поддержите, пожалуйста, данное видео лайками, сообщениями. Тогда сделаем такой мастер-класс, да, на мини-сумочку, на сумочку-планшет. Посмотрим еще, как я ее... Ну, очень хочется, очень красивый цвет, очень красивый узор. Поэтому, если вам полезно было мое видео по вязанию вот такого вот узора плетенка, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.